Могли бы мы, современные люди, мечтать о том, что уже через несколько лет мы увидим животное, которое вымерло почти 5000 лет назад? Это невероятно, но факт. Мы увидим гибрид настоящего мамонта и современного слона вживую. Сегодня новости буквально пестрят яркими заголовками. Клонирование мамонта. Мамонт воскреснет. Возвращение животных ледникового периода. Ну и тому подобное. Давайте разберемся, что происходит на самом деле. Исследователи американской биотехнологической компании «Колоссаль» готовятся воскресить вымершего мамонта. Уже собрано $15 миллионов на реализацию этого фантастического проекта. За основу взят геном слона, а самую главную роль в этом играет технология редактирования геномов CRISPR. Как сообщают ученые, первые мамонты будут с короткими бивнями. Делается это для того, чтобы предотвратить любопытство со стороны браконьеров, которые на сегодняшний день масштабно уничтожают слонов только ради бивней. Соучредитель «Колоссаль» Бен Лам объяснил, что еще никогда прежде человечество не могло использовать возможности этой технологии для восстановления экосистем, исцеления нашей Земли и сохранения ее будущего путем заселения вымерших животных. Выращивать нового мамонта ученые планируют полностью искусственно, без участия слонов и других животных. Исследователи говорят, что появление первых детенышей можно ожидать уже через 6 лет. Масштаб проведения этого эксперимента огромен. Речь идет о сотнях тысяч мамонтов, каждому из которых нужно 22 месяца вынашивания и 30 лет, чтобы вырасти до зрелости, сказала эволюционный биолог из Музея естественной истории доктор Виктория Хэрридж. Также уже 6 лет развивается проект по возрождению мамонтов в Центре молекулярной палеонтологии, который находится в Якутске. Это уже российский эксперимент. Как мы уже говорили в прошлых выпусках про мамонтов, отечественные ученые планируют начать процесс возрождения уже в декабре 2021 года. Большинство ученых пытались и пытаются клонировать животных. А компания «Колоссаль» решила идти немного другим путем. Дело в том, что сам процесс клонирования пока имеет много подводных камней и не стопроцентные результаты. Компания планирует редактировать ген слона, чтобы получить мамонта с заданными параметрами. Искусственный мамонт – это что-то новое. Ученые «Колоссаль» считают, что морозостойкий слон поможет сохранить вечную мерзлоту. Однако не все представители научного мира согласны с ними. Многие критикуют проект, указывая на тот факт, что взрослыми особи будут только через 30 лет. Да и польза от вытаптывания мха и уничтожения деревьев для сохранения вечной мерзлоты некоторым кажется сомнительной. И почему решили воскресить мамонта, а не древнюю собаку или саблезубого тигра? Причина в следующем. Мамонт является из тех ископаемых, которые вымерли сравнительно недавно. То есть ДНК по палеонтологическим меркам достаточно свежая и подходит для экспериментальных процессов. Ну и, конечно, как говорят сами ученые, человечество виновато перед мамонтами в том, что именно оно их уничтожило. И воскрешение мамонта является своеобразным извинением перед природой животного мира. Не забывайте подписываться на наш канал, оставляйте комментарии и ставьте пальцы вверх, бейте в колокол, чтобы не пропустить новые и интересные выпуски от нашего канала. Наши соцсети, подписывайтесь на них, а здесь под видео ссылки на донаты, чтобы наш канал был еще интереснее и познавательнее. Мысли палеонтологов и других ученых таковы. Возрождение мамонтов необходимо для борьбы с глобальным потеплением. Бытует мнение в ученых кругах, что в доисторические времена крупные животные утаптывали и уплотняли толстые слои снега, что предотвращало проникновение в почву экстремального холода. И сейчас, в отсутствии этих животных, ничего подобного не происходит.
Этот факт в сочетании с значительно более теплым летом ускоряет таяние вечной мерзлоты и высвобождение парниковых газов, которые удерживались под снегом в течение многих тысячелетий. Если проект возрождения шерстистого мамонта завершится успешно, он может изменить климатические условия и атмосферу в Арктике. Для людей, которые еще не могут понять пользу для арктического региона от популяции мамонтов, ученые объясняют, когда мамонты бродили по просторам тундры, они удобряли и вспахивали землю, создавая благоприятные условия для появления в этой местности других видов животных – бизонов, лошадей, северных оленей и овцы-быков. Разнообразие растительного мира при этом также повышалось, превращая негостеприимную местность в плодородную степь. Когда же мамонты исчезли, настоящая природа арктических степей полностью изменилась в очень плохую сторону. Также ученые объявили еще об одном варианте так называемого клонирования мамонта. Эмбрионы ископаемых будут вынашиваться самками индийских слонов, которые похожи по генетике с мамонтами и вполне могут вынашивать таких больших животных. Конечно, напрашивается вопрос, а чем хуже африканские слоны, ведь они гораздо крупнее? Пока никаких ответов на эту тему не было дано. Но мы уверены, что с приближением такого события мы будем узнавать больше правдивой информации по этой новости. Когда эта цель будет достигнута, авторы проекта смогут задуматься и о том, где поселится первый мамонт современности. Находится много скептиков, которые уверены, что новорожденные мамонты могут не выжить или даже не родиться вовсе. Прошло несколько тысяч лет, и за это время многое в природе успело измениться. И восстановленные виды рискуют остаться бескомфортной для них экологической нишей. Конечно, есть множество вопросов. Индийский слон живет в экваториальной зоне, а мамонт, покрытый густой шерстью, обитал в арктических регионах. Получается, родившийся мамонтенок может остаться без матери, потому что он может не выжить в жарких условиях, а слониха не сможет жить в холодном климате. И, конечно, присутствует много загадок в этом знаменательном событии, ответы на которые мы с вами скоро узнаем. Также этот невероятный процесс при положительных результатах может привести к появлению других вымерших животных. Животных, которые вымерли сравнительно недавно, наравне с мамонтом. В 2018 году в Батагайской котловине глубиной около 90 метров был обнаружен жеребенок ленской лошади, вид, который вымер много тысяч лет назад. Как показал радиоуглеродный анализ, молодое животное, утонувшее в грязи в возрасте около 2 недель, пролежало в вечной мерзлоте 42 тысячи лет. Ученые были поражены сохранностью тела. У лошади уцелели все внутренние органы, кожа и шерсть, а мышцы сохранили естественный красноватый оттенок. Когда тушу начали исследовать в Северо-Восточном федеральном университете, обнаружилось, что внутри сосудов и сердца жеребенка осталась жидкая кровь. Вполне вероятно, что это вымершее животное ученые и специалисты по клонированию не оставят без внимания. Есть у ученых и другие кандидаты на клонирование. Это и пещерные львы, и доисторические собаки, и шерстистые носороги, и вымершие виды бизонов. В якутской многолетней мерзлоте были найдены прекрасные мумии этих животных. Однако до сих пор из вымерших видов удалось воскресить только один, да и то ненадолго. Клон пиренейского козла прожил только 7 минут и скончался от тяжелой патологии легкого. Несмотря на эту неудачу, само событие вдохновило многих ученых на мысль воскресить животных, хотя бы тех, кто вымер по вине человека в 20 и 21 веках. С надеждой на будущее клонирование ученые создают хранилище ДНК живых существ.
Например, в Сан-Диего функционирует замороженный зоопарк, в котором в жидком азоте содержатся клетки более чем 1000 видов животных со всего мира, включая редчайшие и исчезающие. Многие считают, что клонирование просто необходимо северному белому носорогу, ведь в природе больше не осталось ни одного самца. Конечно, вокруг этих тем с клонированием возникает много споров. Кто-то на стороне клонирования, а кто-то категорически против. А все потому, что это называется идти против естественных процессов нашей природы. Но топтаться на месте год за годом тоже никто не хочет. Поэтому большинство в мировом сообществе принимает клонирование и поддерживает все эти невероятные эксперименты. За клонированием будущее нашей цивилизации, говорят ученые. И в этом есть своя правда. А что думаете вы по этому поводу? Оставляйте свои мнения в комментариях по этой теме, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, если вам интересен доисторический мир. А также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы первыми увидеть новые и интересные выпуски от канала «Реальное нереальное».